Медведев вернулся в политику, и теперь близкие к нему фонды вновь получают рекордные пожертвования. И к концу 2024 года скопили более 800 миллионов долларов. Об этом сообщает расследовательский проект «Система». Полную ссылку на их расследование вы можете найти в описании к этому ролику. Обязательно переходите, смотрите. А расследователи сообщают, что если до 2022 года включительно в фонды Медведева поступало несколько миллиардов рублей в год, то в 2023 году сумма взносов превысила 50 миллиардов рублей. А в 2024 году составила почти 70 миллиардов рублей. Обсудим рост благосостояния Дмитрия Медведева с расследователем Сергеем Титовым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну вот вы рассказываете про то, что увеличилось финансирование фондов Медведева. Могли бы пообстоятельнее рассказать, что все-таки произошло, с чем вы связываете рост вот этих финансирований, откуда деньги идут? Да, вопросы, конечно, хорошие и правильные. Мы начали с того, что посмотрели 15 фондов, которые, в общем-то, связаны с Медведевым. Они находятся, в такой, в орбите вот этого фонда «Дар». Кто-то ближе к нему, кто-то дальше, но все так или иначе как-то корпоративно между друг другом взаимосвязаны. Вот, мы начали их смотреть и действительно увидели, что до 2022 года включительно, туда поступают достаточно серьезные пожертвования, там от 2 до 8 миллиардов суммарно в год. И в 2023 году мы видим резкий взлет суммы этих пожертвований, то есть там 2023 год 50 миллиардов суммарно, 2024 год еще больше, там почти 70 миллиардов. Мы, естественно, начинаем думать, а что, собственно, такое происходит вокруг Медведева, откуда такие огромные, можно сказать, шальные деньги. Тут надо еще понимать, что сами по себе эти фонды, вот эти вот 15 штук, они периодически друг другу пересылают эти пожертвования, то есть как бы донатят сами себе. И поэтому сумма общая, она такая, грязная получается. Это не все входящие пожертвования, а сумма вот всех пожертвований, в том числе учитывающая и вот эти внутренние. Поэтому мы решили посмотреть еще остатки средств для того, чтобы как-то сбалансировать, понять, что там по деньгам в итоге-то получается. И в целом выходит, что суммы примерно сопоставимые. То есть до 2022 года включительно обычно в сумме в этих фондах содержалось на конец года там около 30 миллиардов как максимум. А в 2023 году мы видим взлет до практически 80 миллиардов, в 2024 году уже рекордные показатели там выше 80, там, по-моему, 86 миллиардов получилось. Вот. То есть, действительно, получается, последние 2 года что-то такое важное происходит с Медведевым, что фонды, связанные с ним, падают такие очень существенные суммы. Если так подумать, в целом, как будто бы ничего, кроме его активного блогерства, с ним и не происходит. Поэтому мы предположили, что одно вытекает из другого, то есть Медведев стал более заметен, более публичен, более агрессивен, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы какое-то доверие со стороны, в том числе Путина, со стороны населения, судя по соцопросам, в связи с вот этими его постами яростными в Телеграме, растут, и, вероятно, из-за этого появляются вот эти вот пожертвования. Если говорить о том, откуда эти пожертвования берутся, то, к сожалению, на этот вопрос мы ответить не можем, потому что информация эта скрыта, она не публичная, но сказать можно одно, что если ты со стороны по какой-то непонятной, но тем не менее причине решил что-то задонатить в эти так называемые фонды, какие-то некоммерческие, какие-то благотворительные, то сделать у тебя этого, скорее всего, не получится, потому что у большинства этих фондов нет даже сайта. А у тех 2 фондов, у которых мы нашли сайт, на этих сайтах не размещены абсолютно никакие реквизиты для перечисления средств. То есть, какой можно из этого сделать вывод, что те, кто эти суммы существенные, я бы даже сказал, огромные, жертвуют,
они, вероятно, вхожи либо в окружение Медведева, либо знакомы с руководством этих фондов, что, в общем-то, одно и то же. Ну, то есть это какие-то люди, близкие к Медведеву или к его окружению. Э, Вот примерно такая логика. Да, и действительно, вот вы сказали как раз-таки про то, что вы связываете рост благосостояния фондов Медведева как раз-таки с его политическим камбэком, вы это так буквально написали. Хотел у вас немножко еще про это спросить, то есть вы действительно думаете, потому что мы все видим вот эти вот посты Медведева, которые он пишет, и нам всем казалось, что они носят такой клоунский характер, ну то есть все будто бы смеются с железного Димона, как его принято называть в интернете, и вам действительно Дерзкий. кажется... Да, и вам действительно кажется, то есть вы допускаете, что эта деятельность, она может быть такой не волонтерской, медведевской, а буквально, что, не знаю, его используют как пропагандиста, или какую вообще политическую роль вы усматриваете для него, если он действительно получает за свою работу вот такие вот большие деньги? Ам, Ну, я считаю, что действительно, по большому счету, Медведев сейчас стал ну, таким высокопоставленным пропагандистом. Ничем другим, на мой взгляд, он и не занимается сейчас. Он строчит посты в Телеграме, он там ну, где-то публично выступает, ходит с какими-то проверками по военным заводам с нахмуренным лицом. Ну, никакой другой деятельности я, честно говоря, его не замечаю. Может быть, она, конечно, и существует, но мне лично ее не видно. С другой стороны, мы все помним, что до войны, в общем-то, Медведев, он был абсолютно сбитым летчиком, он был отправлен на пенсию в Совбез, он, ну, вроде бы как-то номинально возглавляет Единую Россию, но, опять-таки, до начала Большой войны он, насколько я понимаю, ну, в общем, вообще никто не считался с ним в его же, так сказать, партии. Он даже, по-моему, не попал в предвыборные списки Единой России. Да, действительно, нет, мне ваши выводы на самом деле крайне близки, потому что действительно мы помним, что после расследования «Он вам не Димон» Медведев ушел в опалу. И казалось, правда, вот все это время до того, по крайней мере, пока я не прочитал ваше расследование, казалось, что то, что он делает в Телеграме, это скорее, знаете, такая попытка спастись, потому что якобы там, может быть, он слишком много знает, и, знаете, в 2025 году будто бы неправильно быть бывшим президентом России при живом Владимире Владимировиче. Вот, и мне, конечно, было удивительно узнать, что действительно, возможно, он получает за эту деятельность деньги, то есть вот это вот клоуничество, это не его такая отчаянная попытка как-то самостоятельно выбросить себе круг, а это действительно какая-то целенаправленная кремлевская вот методичка, которая для него разработана. Хотел напоследок у вас спросить, известно ли, на что вообще тратятся деньги, которые получает сейчас Медведев, потому что мы помним, что раньше он очень увлекался виноделием и другими вещами. Понятно ли, как обстоит с этим дело сейчас, с его увлечениями? Ну, насколько я могу судить, по-прежнему все увлечения в силе. Медведев вполне себе увлекается и виноделием, и, ну, как пишут коллеги, периодически его это увлечение может влиять на агрессивность его постов в Телеграме. Ну, а если отойти от этой темы, там, я не знаю, потенциальных проблем с алкоголем, мы видим, что, в общем-то, во всех отношениях, во-первых, активы, которые, ну, в общем-то, связаны с Медведевым, которые были описаны, ну, наверное, так, максимально широко в, так сказать, хрестоматийном расследовании «Он вам не Димон», они, в общем-то, сохранились за фондами, связанными с Медведевым, то есть, ну, все эти активы, очевидно, требуют каких-то вложений, там, это же, ну, в общем, огромные роскошные резиденции по всей стране. Там это и несколько резиденций в Москве на Рублевке, это и Курск, и Плес, как мы помним, и Сочи. Все это требует какого-то поддержания. Естественно, это ложится в виде расходов на вот эти все фонды. Плюс к этому уже мы увидели, что после войны у структур, связанных с Медведевым, появились объекты недвижимости, в частности, под Анапой. Был такой, значит, пансионат под названием Шангари. Ну, в целом ничего особенного, такой типичный середнячок. Разве что можно было сказать, что он в таком прекрасном абсолютно месте расположен. То есть это 100 метров от моря, это там собственный пляж,
Это порядка 7 гектар ну, вот, земли такой на небольшом взгорье над побережьем. Ну, вот. И, значит, структуры Медведева этим всем завладели, и сейчас, судя по всему, все это сносится, потому что ну, пансионат ему как таковой, вероятно, и не нужен, а интересует как раз вот что-то построить там. Почему мы думаем, что, по всей видимости, там будут что-то строить для Медведева? Потому что уже была попытка, уже был подход к снаряду, еще когда Медведев был президентом, в заповеднике, тоже недалеко, кстати, от того же самого вот этого пансионата, пытались фонды медведевские построить огромный дворец с вертолетной площадкой, там, ну, со всеми делами, как это водится. Но экологи и активисты, они всю деятельность заметили, и, в общем, в итоге им удалось это все застопорить, и контракт был по аренде вот земли в этом заповеднике разорван с структурами, связанными с Медведевым. Но вот сейчас, значит, под Анапой какая-то новая стройка намечается. По всей видимости, это происходит в том числе потому, что, возвращаясь к виноделию, вот эта винодельня «Скалистый берег», связанная с семьей Медведева, она там буквально в 5 минутах езды находится. То есть, ну, хочется, наверное, приехать и на винодельню, потом где-то отдохнуть, посидеть. Ну вот, вероятно, увидим мы через какое-то время очередную резиденцию уже на побережье Анапы. Ну и плюс к этому еще нашли мы недвижимость под Санкт-Петербургом, тоже в таких любимых, излюбленных местах Медведева. Это небезызвестная Комарово, такой курорт под Питером, и город Павловск, тоже любимое и важное для Медведева место. Он там проводил свое детство. Его мать, она подрабатывала там гидом в дворце, ну, собственно, императора Павла I. А маленький Медведев там, ну, летом отдыхал на даче какой-то съемной. И вот сейчас мы видим, что после войны, значит, на один из фондов оформили двухэтажный коттедж, ну, такую же, можно сказать, даже усадьбу, там с садом, все как надо, все оформлено красиво. Все это вот повесили, значит, на один из фондов. Прирастают фонды виноградниками. В Краснодарском крае 5 гектаров прибавилось. И еще до кучи, значит, создали инвесткомпанию, которая, судя по сайту, управляет активами на сумму более 30 миллиардов рублей. Ну, то есть, все хозяйство, оно, очевидно, разрастается. Причины, ну, можно предположить, что это связано с тем, что фонды, значит, бухают от денег, от этих пожертвований, во что-то их нужно вкладывать. По моим впечатлениям, в основном эти деньги лежат где-то на вкладах, на процентах, но вот частично во что-то инвестируются. Ну и, конечно, на войну тоже какие-то средства направляются. Есть вот этот один из фондов, у которого есть сайт. Это, собственно, фонд под названием «Наша правда». Он финансирует покупку там какого-то обмундирования, медикаментов, дронов для вот российских солдат. Но в то же время, что, конечно, относительно комично, этот так называемый благотворительный фонд, он участвует еще и в другой активности, очищает, значит, побережье Анапы от мазута. К чему бы это, возникает вопрос, фонд, который занимается поддержкой российской армии, вдруг заинтересовался экологией Анапы? Ну, ответ, как мы понимаем, скорее всего в том, что побережье Анапы непосредственно интересует Медведева, потому что он там собирается дачу построить. Ну, вот такая логика. Ну, может быть, хоть так они уберут побережье Анапы, которое до сих пор загрязнено после экологической катастрофы, которая там произошла. Сергей, большое спасибо, что вышли и прокомментировали эту историю. Мы узнали, что Медведев достаточно сентиментален, виноградники его разрастаются. Что ж, тревожно. С нами был расследователь Сергей Титов. А вас, дорогие друзья, я призываю ставить лайки и делиться этим роликом.